Я вас поздравляю. Мы практически на финише нашего шоколадного муссового торта. И теперь нам осталось приготовить глиссаж. На самом деле, из всего торта это, наверное, самая ответственная и самая такая важная деталь, потому что именно его глиссаж первым и увидит ваш потребитель, гость, друг, неважно, сват, брат. Это должно быть сделано максимально аккуратно и максимально точно. Очень простой, опять-таки, рецепт, я вам сейчас все расскажу. Значит, первым делом мы с вами замачиваем желатин холодной водой. Всегда я рекомендую класть по одному листику, для того, чтобы они у вас все не срослись в один большой лист и замачивались там 10 дней. А по одному листику они так быстренько замочатся. Значит, у нас здесь вода в сотейник. Туда же в сотейник мы отправляем сироп глюкозы. Для того, чтобы его было отсюда проще извлечь, я предлагаю и рекомендую отправить его для начала в микроволновку на 5 секунд. Все, после этих там 5 секунд сироп глюкозы становится гораздо более жидким, и его проще доставать. Сюда же, к нему же мы отправляем сахар. И все, и ставим это все дело греться. Итак, наша задача довести этот сироп до кипения. Никуда не торопимся, спокойненько греем, помешиваем. Желатинчик наш замачивается. Все, довели до кипения. Теперь главное проследить, чтобы обязательно растворился весь сахар. Поэтому даем ему чуть-чуть буквально покипеть. Теперь добавляем сюда все какао. Все это хорошенечко перемешиваем. И наша задача теперь это довести до кипения. Здесь главное мешать, потому что теперь это уже не просто вода с сахаром, теперь там еще какао. И это все может запросто пригореть. Вообще, за 1 секунду буквально. Но нам нужно проварить какао. Нам нужно, чтобы какао насытилось водой. Все, закипело. Теперь мы сюда вливаем сливки. И как это ни странно, мы должны снова это довести до кипения. Все, наша история, вот она, закипела. Можно выключать и добавлять сюда желатин. Добавили желатин. Уже все с привыключенной конфорочки, все это дело перемешали. И наш глиссаж, он готов. Но пользоваться им мы пока не можем по нескольким причинам. Во-первых, он слишком горячий, а во-вторых, в нем слишком много пузырей воздуха, от которых мы сейчас с вами будем избавляться. Сначала мы избавимся от пузырей, а уже потом мы будем охлаждать наш глиссаж. Итак, для того, чтобы избавиться от пузырей, мы процедим наш глиссаж. Это поможет нам срезать достаточно большое количество пузырей, абсолютно нам не нужных. Ну и заодно, если вдруг там какие-то остались кусочки чего-то нерастворенного. И теперь мы будем пользоваться блендером. Итак, какова схема? Блендер работает таким образом, что он своими ножами всю массу гонит к себе под юбку, да, вот под вот эту вот юбку, под ножи. И вместе со всей массой туда же отправляется и воздух.
Но прикол в том, что воздух, он же стремится подняться наверх, и его ножи не выбрасывают из-под юбки обратно вниз, а он накапливается вот здесь вот. И мы сможем его потом вытолкать оттуда. Понимаете, да? То есть система в том, чтобы работать блендером на малых оборотах, захватывая всю эту массу к себе под юбку, воздух остается под юбкой, а вся масса разбивается и отправляется дальше. Сейчас я вам покажу. Итак, вот мы берем, погружаем блендер, постучали, чтобы весь воздух вышел, и на малых оборотах, вот видите, я постучал, вышли большие пузыри. Еще, оп, слышно, что там какая-то, вот, хоп, я постучал, видите, да, выходят пузыри. То есть мы сначала берем все пузыри из массы, собираем под юбкой блендера, а потом обстукиваем для того, чтобы этот пузырь вышел. Вот так вот это и работает. Как только на малой скорости мы уже понимаем, что мы все собрали, вот видно уже, да, какое практически нету пузырей в нем. Хотя мы только что венчиком это все дело били, и там наверняка была куча маленьких пузыриков. И вот, как мы видим, наш глиссаж практически без пузырей. Не практически, а совсем. Вон, видите, как он ровненько ложится на самом блендере, можно посмотреть. Единственное, что он у нас сейчас слишком горячий, и заливать им торт мы не можем. Поэтому мы сейчас, пока будем ждать, он остынет. Итак, друзья, глиссаж. Сейчас я вам хочу кое-что показать. Самое главное, это правильно подготовленный глиссаж. Смотрите, температура, это все, про это можно забыть. Вот мы берем глиссаж. Вот видите, как он падает на свою поверхность? Вот он упал. И буквально там секунду он еще на поверхности держится. И только потом он расплывается. Да? Это то, что нам надо. То есть, если он капнул и долго держится на поверхности, да, там не расплывается, он слишком холодный. Если же капля капнула и моментально растеклась, он слишком горячий. То есть, нам нужно его вот в этом моменте ловить. Итак, во-первых, под торт мы всегда используем подложку. Потому что просто если мы положим этот торт на решетку, то не исключено, что эта решетка вопьется в бисквит, и вы потом просто торт не снимете. Работаем быстро, смотрим внимательно. Значит, мы заливаем наш торт глиссажем.